Здравствуйте, с вами Ирина Преображенская и мой сегодняшний разговор экспромтом. Он относится к разряду спонтанных и когда молчать не можешь. Очень хочется высказаться, поэтому я, не простраивая каких-то там планов, не выдумывая концовок заранее, просто включила диктофон и говорю, как идет. Возможно, кто-то расценит этот разговор как ненужный, лишний, ерунда, имеете право. Но по моим ощущениям, если душа очень просит что-то сказать, значит это важно. В первую очередь для меня. И я точно знаю, что мое слово каким-то образом дойдет до тех людей, кому оно точно так же важно и отзовется каким-то образом. И если это произойдет, то, возможно, и наша жизнь начнет действительно как-то меняться, ради чего я и прихожу сюда каждый раз. Немного, так скажем, интригующе я начала, я понимаю, но теперь я перехожу к сути. Поводом стал, то есть началом этой истории стал обыкновенный абсолютно мой запрос на определенную продукцию. Я сделала заказ через интернет, а та косметическая фирма, где я разместила свой заказ, не распространяет свою продукцию через интернет, а только через консультантов. Через онлайн-доставку не делает, только через консультантов. Меня связали с консультантом, она приехала, привезла мне необходимую продукцию. И в качестве сопровождающего подарка в том числе подарила маленькую шоколадку. Такая интересная, стильная, обертка, логотип. В общем, все как полагается. Я еще так удивилась, думаю, так интересно, уже так далеко прошли, уже свой шоколад выпускают. Давно я не пользовалась, и вот для меня это было такой новостью. Когда я дома развернула этот шоколад, я, конечно, и улыбнулась, и в итоге все-таки решила вот и записать этот разговор, потому что под той оберткой этой косметической компании я увидела наш самый обыкновенный шоколад Аленка. Я смотрела на эти две обертки, и у меня какой-то был внутренний такой тихий шок, откровенно говорю. И у меня следом полились вот эти мысли, которые привели меня сюда. Вот так и в жизни в целом. Первое, что я подумала. Вот наш шоколад Аленка. Вкуснятина. И кто-то взял, просто его упаковал, одел свой фантик и нам же сюда принес в качестве подарка, сопровождающего, как будто бы вот что-то там особо изобретено для нас. Я растерялась, откровенно говорю. Вроде, что такого? И в то же время мне здесь увиделась вот эта история, когда
в нашей жизни и во всей нашей истории прослеживается такая динамика, как наши берут, упаковывают и нам же сюда это все предлагают, а мы радуемся. И вот эта история, когда мы не ценим свое, когда позволяем пользоваться тем, что действительно у нас есть ценного, а другие-то это ценят. Вот что самое интересное. Они это ценят, они это берут, еще как берут, упаковывают в свое, и нам же обратно все это и предлагают. И это ведь касается абсолютно всего. Что касается наших мозгов, что касается наших умов, что касается нашей земли, что касается наших сокровищ, наших полезных ископаемых. Да всего, абсолютно всего. Почему мы не ценим то, что мы имеем? Почему мы не ценим себя? Почему мы не ценим свой труд? Почему мы не ценим друг друга? Почему мы не держимся своих корней, благодаря которым так много создано в нашей жизни, в нашем мире? У меня в архиве есть запись, целый список изобретений, сделанных русскими советскими учеными, которые на сегодняшний день легли в основу всего мирового прогресса. Этот список просто запредельный какой-то. Я когда его читала, у меня просто, мягко говоря, глаза на лбу были. Это совсем мягко говоря. Я и не знала, что у нас так много сделано, и нигде об этом не говорится. Ни для кого не секрет, и продолжая эту тему, хочу дальше продолжить, ни для кого не секрет, что наша система образования считается самой в мире, считается самой правильной для воспитания подрастающего поколения. На этой системе выстроены лучшие образовательные программы ведущих мировых школ мира. Почему мы свое сокровище на сегодняшний день теряем? Где наша родная система образования в наших школах? Где все наши достойные самых высоких наград, достижения, результаты абсолютно во всех областях науки, техники, прекрасные шедевры литературы, искусства? Я недавно смотрела фильм на канале «Культура». Слава богу, еще есть для меня, наверное, единственный канал на сегодняшний день, который сохраняет вот именно тот дух, то дыхание этики, эстетики, воспитания, культуры, которые я всегда чувствовала вот с советских времен. Вот для меня это нормальный воздух, свежий воздух. И я постоянно, при возможности, конечно, посвящаю время каким-то фильмам, которые очень много дают. И очередной такой
Очень интересный экскурс состоялся в творчестве Сергея Коненкова. Это наш скульптор. И я просто поразилась, какие шедевры он создал. И слава Богу, что сейчас все эти шедевры есть как раз здесь у нас на территории России. Сколько много сделано только одним человеком. Его признали на уровне мира. И слава Богу, он вернулся из Америки в Россию. И сейчас создан и музей, и все его работы, многие, конечно, работы сейчас здесь сохранены. Слава Богу, думаю. Хоть что-то возвращено. Но слава Богу, этого человека, я к чему это все еще говорю? Слава Богу, этого человека признали при жизни. Когда он возвращался из Америки сюда, обратно, то правительство выделило целый корабль для транспортировки его работ. У меня прям, вы не представляете, сердце радовалось. Думаю, Господи, слава Богу, что, оказывается, есть какие-то проблески достойного отношения к своим сынам, к их труду и вовремя. И вот я, наверное, для этого хочу сегодня говорить и говорить, потому что, мне кажется, мы так многое уже потеряли. Мы уже прошли ту черту, к сожалению, когда еще можно было очень многое сохранить. И все-таки, как мне кажется, нужно успевать сохранить то, что есть. Еще есть что сохранять, еще есть что беречь. И речь здесь идет ведь не только о нашей жизни, хотя почему мы списываем уже нашу жизнь? Мы еще живем, мы еще здесь. Лично я намерена жить и качественно жить. И весь вопрос в том, что мы оставим нашим детям и их детям, какую страну мы передадим, какое отношение мы передадим нашим детям и передаем сейчас. Где мы вообще? Такое ощущение, что мы какие-то потерявшиеся, мы как будто без корней, без истоков. Потому что, как мне кажется, вот люди, которые чувствуют связь с корнями, так не поступают со своей землей, со своей историей. Мне кажется, что еще можно сохранить, и не можно, а нужно сохранять и создавать гнездо, чтобы здесь взращивать своих умнейших детей и давать им возможность проявляться и создавать что-то действительно прекрасное и нужное на благо всех нас. Я прекрасно понимаю, что этот разговор, скорее всего, он так и останется без ответа. И в то же время у меня такое ощущение, что
Хотя бы так. Хотя бы так я что-то сказала искренне, честно, от души. Потому что мне очень хочется, чтобы ситуация начала меняться. Мне больно. Мне было всегда больно. И сейчас больно, когда я наблюдаю, как мы же сами не ценим то, что имеем. Вот эта поговорка «не ценим, что имеем, потерявши плачем». Просто поговорка. А мне так хочется, чтобы мы уже не просто констатировали факты, а уже начали реально что-то менять в нашей жизни. Чтобы мы ценили вовремя. И нам не пришлось потом вот так со слезами на глазах проговаривать вот эти вот уже очень грустные поговорки. Наверное, уже пришло время учиться на своем опыте, как не надо делать. Вот для меня это такой опыт. Именно вот с такой подоплекой. Уже хочется, чтобы действительно наши светлые мозги работали в том направлении, чтобы, еще раз говорю, ценить вовремя, сохранять, беречь. Здесь, конечно, разговор можно очень долго вести. Но я все-таки уже буду заканчивать. Суть я озвучила. Мне, конечно, приятно, что когда я развернула ту обертку, там все-таки был шоколад Аленка, честно говорю. Потому что я так посмотрела, думаю, интересно, наш-то шоколад все равно лучше. Была у меня такая мысль. И слава богу, там оказался именно он. Так что и наш шоколад самый лучший в мире, я уверена. Так что есть уже что складывать в копилку бриллиантов. Много чего есть, много, очень много. Я думаю, у каждого из вас есть свой список тех сокровищ и шедевров, которые есть на нашей земле, созданы нашей землей. Так что, друзья, давайте возвращаться к себе, давайте возвращаться к своим истокам, к своим корням. Давайте соединяться с ними, вспоминать себя, ценить себя, друг друга ценить и делать это вовремя. Вот такие сегодня у меня мысли вслух. И я рада, что я поделилась ими. Мне важно было высказаться. Я благодарю вас за ваше время, за ваше внимание. Буду признательна, если отзоветесь, потому что мне важно чувствовать обратную связь. И слышать ее, конечно. Желаю вам всего доброго. До свидания.